вам нужно понаблюдать за собой в течение дня и увидеть, сколько вы и используете ли вы такое слово, либо такую мысль должен. Должен. Я вам, снес. В сторону. Должен делится на 3 категории. Первая категория. Я должен, либо должна. Должен, либо должна. Вторая категория. Мне должны. Мне должны. Вот это основные 2 категории. Я должна, либо мне должны. Третье — это должествование к природе, к власти, к экономике. Вот это 3-я категория должествования. Ну, не буду уже писать, пробелом поставлю. Основные категории вот это я должен и мне должны. Что обозначает я должен? Я должен, это значит, ты попадаешь в такую ловушку, ты должен всем остальным. Само слово должен — это так называемая языковая ловушка. Языковая ловушка. Когда человек использует регулярно это слово, то он попадает в такую ловушку как бы мышления. При должествовании человек видит только так и никак по-другому. То есть сам принцип этой ловушки — это только так и никак по-другому. И поэтому получается, из-за должествования ты жизни, то, что происходит в жизни, в реальности, ты искажаешь именно вот через эту ловушку. Ты воспринимаешь как бы жизнь не такой, как она есть на самом деле. На самом деле. Ведь дело в том, что, как я сказал, когда ты должен только так и никак по-другому. Но в настоящей жизни у человека всегда есть удачи, подъемы, неудачи. И как бы вот такой момент, вот это есть такой неровности, понимаете? То есть в жизни у человека никогда не бывает ровненько. Никогда не бывает ровненько. Это в настоящей жизни, в такой, как она есть на самом деле. В этой же ловушке должествования должно быть только все ровненько. Но такого в реальности не бывает. Не бывает, его не существует. И поэтому, когда некая ситуация не совпадает с вашим убеждением, это будет у вас автоматически вызывать стресс. Через автоматическую мысль. Вы будете испытывать эмоции. Они, как правило, при должествовании я должен, ну, они в принципе и мне должны, ты испытываешь одни и те же эмоции. Это подавленности будет, разочарование, подавленности, обиды. Это будет у вас возникать автоматически. Автоматически, потому что наш мозг не видит по-другому. Разберу на таком примере. Например, вы одолжили некую сумму денег. Вы одолжили некую сумму денег и с человеком договорились в определенное время отдать. То есть до такого-то числа, там, с 1 по 10. Но дело в том, что есть обстоятельства, которые происходят вне зависимости от нас. Вот из-за этого
мы и не можем спрогнозировать так, чтобы у нас все получилось. Дальше разбираем на этом примере. Вы получили зарплату, то есть вы должны отдать деньги, но зарплату вам выдали не в срок, то есть ее задержали. Но в вашем убеждении вы же должны отдать деньги. И получается как? Отдать вы не можете эти деньги, и не отдать вы тоже не можете. То есть мы как бы получается, мы как бы закольцовываем себя этим убеждением. То бишь мы как бы кольцуемся, попадаем в стресс. Все, мы отдать не можем, деньги не можем отдать, потому что мы не получили зарплату. Долг наш. И не отдать тоже не можем. И не отдать не можем. Отдать, напишу, отдать. Отдать не можем. И не отдать тоже не можем. Поэтому все, мы в ловушке, мы испытываем стресс. Не можем. Не можем. Все, мы испытываем стресс. Вот это я разобрал на этом примере должествование «я должен». И вот это должествование, оно налаживается на все сферы как бы жизни. Что ты кому-то что-то должен. Родителям, друзьям, знакомым, детям. Все это должествование будет прослеживаться во всех сферах. Работает второе должествование, это «мне должны». Мне должны. То есть здесь получается «я должен», а сейчас разбираем «мне должны». Большинство, какое-то количество из вас будут в этой ловушке. Мне должны. Не должны. Это человек оценивает все ситуации, он как бы в аспекте себя, что именно ему кто-то что-то должен. Например, мне муж должен дарить цветы, водить в кино, то есть систематически там возить куда-то отдыхать, ну и так далее по списку. То есть вот это мне должны. И когда девушка, ну разберем на этой ситуации, этого не получает систематически, либо начинаются пробелы. То есть там муж подарил цветы, вот он там месяц ей дарил цветы, потом реже стал дарить. И вот это «мне должны» у девушки, женщины возникает из-за этого должествования «мне должны». Что у нее возникает? Обида. Например, обида. Она испытывает эмоциональное подавление, то есть эмоциональную подавленность. У нее через автоматическую мысль возникает чувство обиды. Там может возникнуть мысль: он меня стал меньше любить, но он же там меньше раз стал цветы дарить, значит он меня стал меньше любить. Вот сталкивался еще с такой ситуацией. Девушка, женщина идет домой, а муж, например, попросил там маму что-то сделать, и она делает вывод: вот а почему он меня не попросил, значит он меня, наверное, не любит. То есть вот происходят вот такие ошибки в мышлении. Ну а что происходит на самом деле?
у мужа, он работает на работе, у него свои проблемы и трудности, понимаете? И человек, он как бы соответственно, что там, цветы и так далее уходят у него на второй план. Но женщина, не видя ситуацию, она не умеет, человек видит ситуацию со стороны. Она начинает делать произвольные выводы. Называется произвольное умозаключение. Если он мне не подарил цветы, значит он меня меньше любит, а может он там любовницу нашел. И вот она начинает себя таким мышлением раскручивать, потому что она не умеет, люди вообще не умеют поставить себя на место этого человека и подумать как бы его мозгами, почему так. Понимаете? Почему так? И когда ты учишься это видеть, то ты начинаешь понимать, почему это так произошло и почему, например, мне муж не подарил там цветы. Или, например, жена приходит домой после работы, она испытала стресс на работе, как бы многие люди на работе испытывают стресс, потому что напряжение, все надо быстрее там и так далее. Она приходит, например, уставшая и не приготовила мужу завтрак. Ужин, то есть, и не приготовила мужу ужин. Если муж с этими ошибками в мышлении, то у него может возникнуть на жену раздражение. Она же должна приготовить, она не приготовила. Возникают такие мысли, ой, она там лениться начинает, а про что она там думает, может у нее там любовник появился. Понимаете? И вот из-за этих ошибок мышления зачастую в семье начинаются разлады. Вот это одна из причин, когда из-за неправильного мышления у людей начинаются в семье, как говорят, вот эти разборки как бы. Человек начинает обижаться на другого, говорит какие-то высказывает нелестные слова. Тут же в ответ партнер высказывает тоже нелестные слова, и что начинается вот эта перебранка, как называют, то есть вот этот спор, и то есть на ровном месте возникает конфликт, и порой доходит там до битья посуды, криков там, посылания, понимаете куда, этими словами красивыми друг друга. И вот так постепенно потом неприязнь друг к другу формируется. Ах, ты такой, навешивание ярлыков, ты козел, ты там, а ты такая, я уже не буду эти слова говорить. И вот все, пошло навешивание ярлыков. А когда человек начинает на другого человека вешать ярлыки, то получается автоматически это становится убеждением, и у человека к другому человеку начинается неприязнь. То есть он начинает то, что простым языком говорят, не переваривать этого человека. Этот человек у него сразу вызывает плохие эмоции, понимаете? Вот как это все раскручивается. Поэтому должествование это самая распространенная ошибка мышления, да? Языковая, ее называют языковая ловушка, которая формирует ошибки в мышлении. Вот как было у меня, даже ты стараешься, что-то делаешь, работаешь с коллегами, и у тебя возникает в определенных ситуациях, например, ты работаешь там и выходные, и проходные, а твой коллега там собирается, едет на рыбалку, например, или там на отдых с семьей, и у тебя возникает автоматическая мысль, что я стараюсь тут, зарабатываю деньги, а он собрался и поехал. То есть автоматически приходит чувство обиды, возникает чувство обиды. Но на самом деле вам нужно понимать, что мы никому ничего не должны, то есть вы, и нам никто ничего
Не должен. Только нужно понимать в одном понимании, вот как, ну это мое мнение, как считаю я. Если ты что-то берешь, то что-то нужно отдавать. Ну, это мое убеждение. Если ты что-то берешь, то что-то нужно Мир взаимосвязан. взамен, да. То есть это алгоритм, это взаимосвязь, без этого никак. Должен, обязан, надо было тоже слово подписать. Поэтому, Чтобы обязан. Да, слова синонимы, которые будут одинаковы по значению, они тоже будут, то есть это слова синонимы, они тоже будут вводить вас в эту ловушку. Это должен, вот первое, должен, обязан. Я обязан, как бы. Обязан. Кормить семью, допустим, как много говорят, и выгорают из-за этого. Обязан, потом должен, обязан. Какое еще там бывает? Да, их много сейчас. Их, оно сразу на ум не немного, приходит. но они по смыслу будут эти слова одинаковые. Это все будет вот ваша языковая ловушка. Если вы будете... Должествование, да? Да, должествование. То есть, если вы будете использовать это слово регулярно в своей речи, либо вы так будете думать, то вы со временем попадаете вот в эту ловушку. И я скажу вам, когда ты долго вот это убеждение у тебя формируется в мозгу, при определенных обстоятельствах, которые не соответствуют твоему убеждению, то будет очень сильно у вас вызывать эмоциональный вот этот фон перенапряжения, очень сильный стресс. Я даже знаю такую женщину, которая была с ловушкой в мышлении «я должна». Вот сейчас пример приведу уже с моей практики. Я должна. Я должна. Она живет в частном доме. У нее вырос на грядках первый кабачок. Вот первый кабачок. И когда она срывала этот кабачок, либо уже шла с этим кабачком, в дверь зашла соседка и попросила у нее этот кабачок. И она не смогла отказать этой соседке, потому что если бы она ей отказала, то у нее возникает очень сильное чувство вины. Она ведь должна, а здесь она, если бы она не отдала кабачок, то ситуация произошла бы в противоречии ее убеждению. И у нее возникло бы сильное чувство вины, что она не смогла отдать этот кабачок своей соседке. Это все... Как бы пожалела бы, да, ей, себя чувствует виноватым. Это и есть неправильное убеждение, ты испытываешь чувство вины, потому что ты всем должен. Понимаешь, оно настолько сильно, люди, они просто не понимают, не осознают, как это работает. На самом деле, если это все сильно укрепляется, то ты будешь испытывать сильнейший стресс. Сильнейший стресс вы будете испытывать. И второй момент. Ситуации в реальной жизни, они не всегда соответствуют нашему убеждению. В реальной жизни, которая происходит на самом деле. На самом деле. Поэтому у вас что происходит? Это я только про одну ошибку рассказываю. Ошибок есть выжимка, ошибок в мышлении, основных 10 ошибок. Я рассказываю про основную. Но все ошибки мышления, они переплетаются. Они вот как бы все переплетены, вот как коса у девушки, они все будут переплетены. То есть вот это переплетение как бы, оно и формирует, то есть вот давайте я так нарисую, наш способ мышления, понимаете? Оно и формирует наш способ мышления. Вид мышления, способ мышления, слова синонимы. То есть у нас это мышление, мы
по нем живем каждый день. Соответственно, что? Соответственно, мы каждый день, каждый день испытываем что? Стресс. Все верно. Мы испытываем стресс каждый день. А стресс, мы знаем, что он накопительный. Он накапливается. И когда этот стресс достигает своей апогеи, вот здесь... День напишу, чтобы было понятно. Каждый день стресс, день маленькими буквами здесь, да. А то каждый стресс, непонятно. Каждый день. Вот так, все отлично. День стресс. И когда мы его накапливаем, то в конце концов, что у нас происходит? Бах, как бы, как вот, скажем, как вулкан, да, он дремлет, а потом выхлестывается лава. То есть получаем панические атаки. Все, уже наша нервная система, она не может перерабатывать этот стресс, и мы получаем панические атаки. Бабах. Еще по молодости мы как бы метаболизм у нас в организме происходит, ну, мы более крепче, то есть наш организм перерабатывает этот стресс, там, кортизол и так далее, но с возрастом, хотя сейчас уже панические атаки и бич молодых, то есть... Да, там, уже 18-16 да, лет есть. Там разные факторы работают, понимаете, это одна из причин вот вкручивания в наше это расстройство, в том, в чем был я, и в том, в чем сейчас находитесь вы. Вот, то есть, понимаете, бах, сильное перенапряжение, панические атаки, там пошел от сильного перенапряжения, пошли уже развиваться кардионевроз, то есть перенапряжение мышц, вот это сбивается... Ритм сердца. Сбивается потом... по-моему, вегетативная нервная система вегетатика, по-моему, да. сбивается, то есть уже начинает идти сбой, мозг уже там хаотично начинает давать команды, и пошло вот это все работать. То есть потом мы получаем то, что мы получаем уже вот в этой закрутке, вот в этом сильном, когда мы сильно испытываем стресс от сильного перенапряжения эмоционального, все начинается у нас вот эти карусели. Мы попадаем в это состояние. Да. Ну там подключается фобии, да, и все остальное. Поэтому еще такой момент. Почему препараты? Почему люди препараты? Ну поняли, препараты пьют. Скажи про подписки, то 25 человек делают, да. Не пускай. Не забывайте подписываться, ставьте эти пальчики, лайки, этим вы будете помогать YouTube. Потому что не впускает больше 25 неподписанных человек. Человек больше 25 не впускает, поэтому не забывайте это все ставить. Подписывайтесь, пишите свои, во-первых, вопросы. Да, и не забывайте нас поддерживать, потому что... Уже прошлый эфир. Да, уже я рассказывал, почему нужно, ну как бы хотим, чтобы вы нас поддерживали именно вот с этой финансовой стороны. Так, вернусь к чему сбился с мысли. Слава, натолкни меня на мысль, что-то я хотел рассказать. Панические начинаются вот эти... Расшатывается нервная система, вегетатика, симптомы пошли. То есть все, начинает там все работать. Препараты, да, вернемся. Препараты. Смотрите, люди пьют препараты, что у них наступает? Ремиссия, да, ремиссия. Костыли, можно так сказать. Ремиссия. То есть временно они чувствуют себя там более-менее нормально, кто-то может выйти в такую эйфорию, так называемую, потому что
антидепрессанты, обратный захват серотонина у нас в мозгу, то есть человек себя чувствует, может чувствовать, там, летать. Вообще антидепрессанты будут действовать по-разному, потому что мы вроде бы визуально все одинаковые, руки, ноги, голова, тело и так далее, но все равно ментально и физиологически мы немножко там, наверное, устроены по-разному. Поэтому антидепрессанты, один и тот же антидепрессант будут работать на каждого человека по-своему. На одного положиться, на второго наоборот может вкручивать, на третьего вообще не действовать. Поэтому подборка препаратов это тоже сложнейшая работа с психотерапевтом. Если грамотный психотерапевт, то он путем проб они подбирают человеку препараты, вот эти антидепрессанты. Но мы не про то, мы возвращаемся, почему. Почему препараты не решают задачу? Препараты не решают задачу, потому что, смотрите, вы пропиваете, отпиваетесь этими антидепрессантами, где-то у вас стрессов поменьше, где-то кто-то поменял место жительства, то есть триггерные эти точки убрал, но у нас не меняется вот это, то, что я рассказываю, схема мышления, вот это, что я рисовал. У нас не меняется вот эта схема мышления. Понимаете? А значит, это обозначает что? А значит, это обозначает, почему говорят ремиссия. То есть это временно, ты чуть-чуть выровнял. А потому что ситуации в жизни, они же повторяются. Практически у нас все в жизни циклично повторяется. Вот это мы ходим на работу, вот этот наш курс движения в жизни. И что? И мы дальше продолжаем получать стрессы. То есть мы снова начинаем входить в то состояние, из которого мы якобы вышли, вот ремиссия временная. И поэтому что? И поэтому человек пьет препараты. Почему многие врачи говорят, что это на всю жизнь? Препараты. Всю жизнь. Пьем всю жизнь. С периодическим перерывом. Но препараты всю жизнь. Как правило, бывают исключения, но как правило, все, мы препараты пьем всю жизнь. То есть, почему многие говорят, что с этого никогда не выйти. Никогда, говорят. Потому что очень мало специалистов именно вот по этой работе. Работаешь с мозгом человека, понимаете, это тонкое дело. И там очень все хитро запутано, закручено, замучено, потому что даже способность нашего мозга имеет такую функцию скрывать от нас. Вот, например, избирательное мышление, когда человек находится в таком депрессивном, уже легком депрессивном состоянии, то будет происходить такая интересная вещь, Человека мозг, он будет все время фокусироваться на негативных аспектах. На негативном, понимаете? Это вот я один из примеров привожу, насколько вот мозг, там вот это все происходит, когниции, вот эти искажения, как мозг от вас будет закрывать, как бы не давать вам видеть положительных моментов, вы просто не будете их видеть. Он от вас будет скрывать положительных. А он будет вас только фокусировать на негативные моменты. Негатив. Только фокусировать на негатив. А негатив, соответственно, что дальше человека продолжает вводить в депрессию. Вот как это работает. И человек сам это не сможет увидеть.
без помощи специалиста он сам это не увидит. Я вам говорю, потому что я в этом был. Ты реально не видишь, мозг от тебя скрывает. И ты, игнорируя положительный момент, все время будешь фокусироваться на негативных моментах. Ты не будешь видеть положительных моментов. Это серьезно, в реальности ты не будешь их видеть. Он только будет тебя как бы фокусировать и указывать тебе на негативные моменты. Вот это я привел вам один из примеров. Хочу вам объяснить, насколько это сложно, самому, если ты сидишь плотненько, разобраться практически невозможно. Если ты вот не видишь то, что я рассказываю, не изучаешь, сам ты никогда в жизни не догадаешься, потому что он от тебя прячет. Понимаете? Вот. Вот такие моменты. Поэтому вот я сегодня рассказал вам про самую распространенную ошибку. Это называется языковая ловушка. Это должествование. Должествование. Сейчас еще напишу. Должествование. Должествование. Поэтому нужно учиться в должествовании. Просто напиши должен. Должен. Видеть ситуацию, как говорят, с другой еще стороны. То есть формировать альтернативное видение ситуации. И самое важное вот это осознание. Осознание. Что не ты никому ничего не должен. Еще раз я... Просто сократи долг. Долг, да. Долг. И что нам никто, и мы никому ничего не должны, и нам никто ничего не должен. Вот. Не обязаны, не должны. Да, не обязаны, вот не эти должны. Самые вот эти главные слова ловушки. синонимы, да. Должен, обязан. Ну еще свое мнение подчеркну, если я не брал, как бы, если я не считаю, что, ну, это уже, Надо как говорится, менять по возможности, да, будет возможность. И эти слова, да, вот, Заменяем. Вот Слава меня натолкнул. Заменяем Смотрите, слова. как правильно неправильно человек говорит, например, вы договариваетесь с коллегой, там, с женой или еще там с кем-то, что вы встречаетесь в 9 часов, например, в 9 часов, в 9:00 в определенной точке, там, например, возле кинотеатра. И если вы себе говорите, я должен быть в 9:00, в 9:00. Я должен в 9:00. И если вы не будете успевать, то у вас сразу будут возникать напряжение. Чувство вины какой-то осады. Чувство Ну, вины, да, но это эмоциональное, Подавленность. внутреннее будет, вот, и напряжение тоже, возможно, будет возникать. Чувство вины это подавленность. Напряжение, вот ты же спешишь, тебе надо к 9 быть, ты не успеваешь, и у тебя внутри появляется, вот как бы тебя разгонять начинает, вот оно, внутри такое напряжение появляется. Поэтому правильно, как делать правильно? Нужно себе учиться говорить так. Я, например, я хотел бы, Успеть. я хотел бы успеть к нашим, к 9:00. То есть, кажется, разницы вот в этих изречениях как бы нету. Но я должен, вот вам и исключает момента, что вы можете не успеть, и в этом страшного ничего нету. А вот когда вы говорите, я хотел бы, значит вы оставляете второй вариант, что я могу и не успеть. Понимаете? Я хотел бы успеть к 9:00. А если ты говоришь, я должен успеть, то только так. Только
в это время и не минутой позже. Не минутой позже. А если я хотел бы, значит, я могу и попозже приехать, ну и пораньше могу приехать. То есть оно как бы нету четкости вот в этом, понимаете? То есть получается... Не ставишь себя в рамки. Как бы. Да, ты не загоняешь себя в рамки, и ты как бы ситуацию раздвигаешь. Ты можешь позже, раньше, либо в это время. То есть у тебя есть варианты. В твоем мозгу есть варианты. И мозг тогда, он не тревожится, он не волнуется за эту ситуацию. А когда ты загоняешь себя в точность, в рамки, то все, ты эту как бы ситуацию обрезаешь другие варианты. Все, ты в мозгу они обрезаны. И только получается так и никак иначе. Вот это самая распространенная языковая ловушка, в которую попадают люди. Это долг, должен, либо я должна. Вот, сегодня я вам рассказал про должествование. И вот это нужно один из моментов осознать, самый главный, что в жизни всегда не будет так, как мы себе воображаем. Еще есть такое название, особенно у женщин, девушек, это розовые очки. Они себе рисуют некую жизнь, там в замужестве, там, ну, понимаете, там отдыхать, цветочки, там еще чего-то, там дом, 5 комнат, там 8 детей, там, и, ну вот она рисует в своем воображении, но в реальной жизни так не получается, и поэтому все, она начинает испытывать постоянное напряжение. Но чтобы четко разобраться, это нужно работать именно персонально с человеком, понимать, какая у него, что он себе там воображает, как бы, какая у него ошибка в мышлении и почему он так считает. Убирать эти неправильные его убеждения, потому что неправильные убеждения, которые у нас не соответствуют действительности, все, получается стресс, и мы испытываем вот эти все, симптоматику, болевые ощущения, не можем успокоиться, не можем спокойно лечь там, посмотреть чего-то, ты постоянно находишься в перенапряжении, плюс еще часто возникает такой момент желания вот ситуации, ты залипаешь в ситуации, начинаешь ее говорить, а почему так, а вот он такой, вот это что жвачка называется, как бы одно название называется жвачка. Когда ты залипаешь, ситуация уже прошла, а ты залипаешь в этой ситуации. Вот, ну, надеюсь, относительно вам рассказал, ну, понятно, чтобы вы понимали, как бы донес до вас, что такое должествование, и откуда, как говорится, растут ноги. Откуда растут ноги. То есть это есть причина вот именно нашего способа мышления, которую нужно потом у человека поменять через замену убеждений и осознавание того, что как бы есть такое осознавание того, что это на самом деле происходит не так, как я думаю, понимаете? Вот. Есть еще такой момент, задать себе вопрос, а почему я так думаю, понимаете? И ты, когда себе так вопрос задаешь, а почему я так думаю, и начинаешь другие варианты ответа искать, вот, а почему не так, а почему вот это не так, а почему именно я думаю, что это так. Ну вот это такие моменты. Так, тут уже вопросы пошли. Здравствуйте, добрый вечер. Скажи, что подписывались. Не забывайте подписываться, ставить вот лайки и поддерживайте. Ребята, поддерживайте канал. И по вопросам скажи, кто хочет. Только на нас ощущение пустоты, ищу лечения. Что правильно, пустота приходит, потому что мы были все время заняты своим состоянием. Мы постоянно про это думали, мы постоянно там крутились, с этим всем работали, мы не жили
в реальной жизни мы как бы нас оттуда, наша руминация забрала вот с реальной жизни вот тревожное это расстройство, и поэтому ты как бы когда выходишь, ты не понимаешь, куда тебе, что тебе делать, куда тебе двигаться, вот это и есть вот эта пустота. Может, дадите совет, в каком направлении переключить внимание. Смотрите, переключить внимание это что-то наподобие такого хобби, понимаете, найти себе увлечение. У каждого это будет частное. Главное понимать, куда, что вам интересно, куда бы вы направились, во что бы вы, в какую стихию вошли, там, неважно, что это будет там бизнес, либо Да рыбалка просто. либо рыбалка, либо главное, чтобы это вам приносило удовольствие, вот заполнить эту пустоту называется. То есть это, я бы сказал, по-новому зажить, понимаете, снова зажить полной жизнью, полной грудью задышать. Вот это и есть заполнить эту пустоту. И когда ты во что-то увлекаешься, все, ты пошел, и ты переключаешься, тебе это интересно, и все, и ты пошел набираться вот этой жизненной энергии. Так. Нервы, срывы, склоки. И кажется, что только жизнь состоит из негатива. Из негатива, да, интересный момент, но отчасти, может большей части, мы вот эти стрессы, склоки, ругню мы создаем сами. Почему у меня и называется канал «Путь познания себя»? Это чтобы прийти к пониманию, к осознанности, как ты устроен, как это работает, и попытаться исправить, даже не попытаться, а исправить вот все свои убеждения, вот эти неправильные поведения в каких-то ситуациях, понимаете, то есть переосознать все. Вот это называется прийти к осознанности, когда у тебя все переворачивается, ты все переоцениваешь, ты уже к этому подходишь с пониманием, ты все разлаживаешь по полкам, переоцениваешь, осознаешь. Ну вот такие вещи я элементарно расскажу про себя. Раньше я тоже так где-то горячий, там спорил, там что-то доказывал. Но когда я начал понимать, что все эмоции отдаются в теле, хорошее хорошо, плохие плохо, когда ты начинаешь с человеком ругаться, кричать, там, махать руками, то, соответственно, все. Ты поднимаешь свой, то, что люди называют нервы, мы свои поднимаем. Ты поднимаешь свой эмоциональный фон, и тут же он тебе работает по твоему телу. Ты испытываешь болевые ощущения. Понимаете? И когда ты хохочешь, ты испытываешь тоже телесное такое удовлетворение. Понимаете? Вот вам две разных ситуации. Там ты болевые ощущения, здесь ты приятные ощущения ощущаешь, эмоциональные проявления. И поэтому ты делаешь вывод, а зачем мне нужно с кем-то ругаться и с кем-то спорить? Я сделаю хуже только себе. Дело в том, что когда ты начинаешь понимать, что все люди, у каждого свой способ мышления. Понимаете? И если он убежден в чем-то, что как бы в чем-то сильно убежден, то споря с ним ты его не переспоришь, это бесполезно. Говорить, что вот это так. Можно попробовать только если задавать ему вопросы, приводить примеры, которые будут оспаривать его убеждения. Вот так только можно где-то переубедить человека. Если ты будешь доказывать просто так свою версию и кричать, то это ни к чему, ни к какому там пониманию того человека оно не приведет. Понимаете? И когда ты начинаешь понимать, что все люди, они со своим способом мышления, то есть со своими внутренними убеждениями,
то ты понимаешь, так а зачем мне ему там кричать, что-то доказывать, ты только хуже себе делаешь, и самое главное, что ты этим ничего не добьешься. Ну вот это такие тонкие вещи, которые ты начинаешь понимать именно из понимания, как вот это все происходит и как это все работает. Как это все работает в твоем мозгу, при каких ситуациях что ты можешь испытывать. И исходя из этого ты не создаешь вот эти ситуации. Понимаете, вот как оно работает. Ну, там много чего нужно понимать. Это я вам привел пару таких примеров, к чему пришел я, но все в целом, прийти к осознанности, это целая плеяда, это целая, там и философия, там все, понимаете, это не что-то такое отдельное, вырвано с контента, с контекста, то есть, а это целая такая цепочка понимания, сознания, устройства, философия, там все это переплетено, и когда ты все это осознаешь и приходишь к этому, то ты начинаешь как бы жить по-другому. Вот в чем дело. Так, а почему бывает фоновая тревога прямо с утра? Потому что вы привыкли, наш мозг привык все время тревожиться. Это называется выученная беспомощность. Когда мы сами себя загнали вот этими стрессами, переживаниями, мы же там переживали за что-то, там волновались, там мы сами себя стрессом туда загоняем, а соответственно что? У нас формируется автоматически, уже потом это происходит автоматически, тревожное мышление. Мы начинаем за все тревожиться. То есть вот там цепочка работает, мысли влияют на тревогу, а тревога влияет на мышление. Тревога тоже искажает наше мышление. Кто уже тренируется и прошел определенный путь, то вы заметите один из таких моментов. Когда ваша тревожность ниже определенного уровня, то когда вы думаете про что-то, которое вот будет, например, завтра, оно у вас не тревожное, не катастрофизируется. Не катастрофизируется. Вот. А когда у вас будет уровень тревоги выше определенной нормы, там выше половины, то про что бы вы ни подумали, у вас все будет заканчиваться катастрофически. То есть тут вот два аспекта работает. Оно как бы тревога на мышление, она искажает, получается, искажает мышление. И второй момент это формирование такого мышления. Формирование тревожного мышления, когда человек буквально за все тревожится. Оно там тоже работает, там оно смешанно работает, там вот это тревожно-негативное, когда человек думает, вот он про какую бы ситуацию не подумал, он только будет ее видеть в аспекте негативной. Сын не поднял телефон, мама звонит сыну, он не поднял телефон, у мамы сразу тревога, у нее все пошло мышление, сына убили, сын ехал на машине, разбился, бандиты напали, сына забрали, а человек не может подумать, например, что, например, у сына в машине там играет магнитофон, он просто не слышит телефон, он где-то там в сумке лежит, либо он там остановился, телефон в машине, сын вышел, например, в туалет отошел там или еще куда-то, понимаете? То есть это так у человека мышление работает, тревожное мышление называется. Про что бы он ни подумал, у него сразу будет мозг выдавать вот эту катастрофу. Понимаете, как оно работает? А почему бывает фоновая тревога? А вы боитесь этой тревоги, верно? Все просто. Вам вопрос задаю. Вы же боитесь этой тревоги, правильно? Ну вот сейчас спрашивают, как правильно вести себя. У тебя есть? Так я вот и задаю вопрос. Вы боитесь вот эту фоновую тревогу, вы ее боитесь, верно?
У вас есть перед ней чувство страха? Я не хочу ее, мне она надоела, я уже не могу. И у вас перед ней страх, страшок есть? Ну пока. Бывает. Дело в том, что ты попадаешь в такую ловушку потом при выходе, называется тревога от тревоги. Потому что ты боишься своей тревоги. Она тебе надоела, а эта мысль к тебе приходит. Сейчас снова будет тревога, вот у меня так было, она сразу включала. Ты просыпаешься, вы просыпаетесь, и вы сразу проверяете, есть у вас тревога или нету тревоги. Правильно или нет? Все просто. Правильно, вы проверяете с утра автоматически, есть у вас тревога или нет. Она тут как тут. То есть вы как бы ее... там интересный момент. Вы уже как бы ее, ну давай сильней, пугай меня. Вы уже как бы ее не боитесь, но вы ее не хотите. Вы ее не боитесь, но она вам надоела. Она уже, я не могу, она меня уже достала. Я уже, да давай, тревога, давай, я тебе говорю. Ну и как у вас получается ее там подавить, побороть, там, тут ее, расскажите мне, получается там, вы с ней боретесь все время, с этой тревогой, я думаю. Правильно? Вы все время с ней там боретесь, вы ее пытаетесь. Нет, это не боюсь, а вы же уже борец, вы боретесь с этой тревогой. Верно? Боретесь вы с ней, там, пытаетесь, давай сильнее, давай, там, я тебя, там, вот такое с ней делаете, как бы борьбу ведете с этой тревогой. Ну тогда все правильно. Дело в том, что когда ты борешься с тревогой, я боролся, помню, я уже не боялся ее, но я ее пытался давить, там, я ее... тревога такая, это очень хитрая штука. Пока ты про нее думаешь, она у тебя есть. А вот как только ты забыл про нее, ее нету. Понимаете? Мы эту тревожность держим думанием про нее. На контроле. Ее удерживаем, да. Ты же про нее думаешь, и вот она у тебя есть. Это один из моментов. Второй момент. Она включается как бы автоматически, понимаете? Вот у меня было такое, как тумблер щелкнул, так щелк, она пух, вот все. Вот как высоковольтные провода, вот как будто подошел какой-то электрик, и рычаг этот тумблер, щелк его, и все, и эти провода загудели. Вот точно так она включается. Она со временем уйдет, она гадкая, но я потом научился от нее дистанцироваться, вот точно как от мыслей. У меня есть ролик 8-бальная тревога и ниже. И еще пару, вот это ролик именно тревога от тревоги. Я там рассказываю, как я с ней работал, И второе еще есть тревога от тревоги. Я там рассказываю, как я ее в себе рассеивал, как бы. Я ее наблюдал образом, запоминал, вот, например, когда ты в ванной, либо вот это состояние, и потом я ее как бы в себе рассеивал, вот она у меня включалась, а я видел ее по-другому и как бы себя сбрасывал, я даже сбрасывал ее с себя через расслабление. Вот она врубается, ее бах, и она как бы фюх с меня вот слетает, понимаете? Ну, к этому надо прийти, это тяжело объяснить языком, это нужно вот осознать, когда ты тренируешься, и ты начинаешь замечать, как у тебя это получается, понимаете? Так, она мне уже как сестра стала. И дальше. Не борюсь. Вот сердцебиение слышу в покое. Кажется, оно стучит везде.
Это вот происходит у вас, как правило, вечером перед сном. Вот вы ложитесь спать, свет выключается, вот разговоры в квартире заканчиваются, все ложатся отдыхать, и все. И ты на контроле. Тух, 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 тух. Остановилась. Вот это происходит. Вот только замирает, у тебя страх сразу. Остановилось сердце. И кажется, это один момент, как ты вот, кажется, что он остановится. А второй момент, тебя гонит страх, оно сильно бьется, и тебе кажется, что оно порвется сейчас, все, у тебя страх нагнетает. То есть у меня и так было. И сейчас стучит, общаясь с вами. А потому что вы как бы... Здесь такой момент интересный работает. Когда мы в этом состоянии находились, мы все время про это думали, мы все время себя сканировали, мы все время к себе прислушивались, мы все время себя наблюдали. И вот здесь момент, ваш мозг, он будет постоянно вас стягивать вот на эти моменты. Такой момент, как бы ты видишь, это как контроль. Ты как бы контролируешь, вот ты проверяешь. Бах, вот сердце где-то оно чуть-чуть там тух-тух, все, ты там, мозг там твой. У меня есть ролики, я рассказываю, как это работает. Где-то что-то поджало, у тебя сразу, и мозг там, все, он тебя как бы тыкает носом вот в эти проявления. Вот как будто вот, как котик родился, да, и мы как в деревне учили котика молочко пить. Брали его за шкварник, за хохолку и тыкали вот этой мордочкой в это молочко туда, чтобы он там учуял, унюхал там и пить начинал это молочко. Так вот, примерно наш мозг, он точно так нас тыкает вот этой фокусировкой на эти проявления. Вот он сразу, если чуть-чуть проявилось, он сразу туда. Бах, вот типа, смотри, опасность. Вот. И второй момент, это будет скайнер. Он автоматически, ты вот вроде бы что-то делаешь, но ты как скайнер работаешь. Ты постоянно себя сканируешь, ты постоянно отслеживаешь свои симптомы. Вот ты там вот, например, пишешь там, или вот вы сидите сейчас как бы на эфире, смотрите, но вы там в эфире только процентов как бы там, ну, на 50, 40, либо 60. Остальные 30 скайнер работает. То есть вы там, вы в наблюдении у себя, где что там происходит в этом теле. Понимаете? Поэтому здесь такой момент, я снимал этот контроль. Вот если ты видишь это как контроль, он тебе надоедает, а мозг тебя все время стягивает. Вот он все время на сканер тебя этот стягивает. Либо в бошку туда, крутить мышление это, либо на тело тебя стягивает и сканирует. Вот тогда ругайтесь на него, чтобы он перестал это делать. Мне не надо этот контроль, хватит, я тебе сказал. И вот как только он тебя на сканер садит, ты снова на него ругаешься. Вот ты его как бы воспитаешь, понимаете? И он потом в конце концов перестанет это делать, он перестанет сканировать все время вот твой организм, то есть фокусироваться на нем. Вот это. Мало кто знает, но я вам скажу, что тревожные люди, они живут будь здоров. Сейчас я вам скажу почему. Потому что мы являемся виртуальными спортсменами. В сердечно-сосудистой системе мы становимся спортсменами, вот как профессиональные спортсмены. Мне даже писала женщина, у нее увеличилось сердце, то есть она накачала себе сердечную мышцу, сердце увеличилось в размерах, и у нее врач спросил и говорит, а вы что, ну как бы спортом профессионально занимаетесь там или, ну, она сказала, да нет, я не занимаюсь, но за 10 лет невроза у нее сердце уже стало как у спортсмена.
потому что все процессы, происходящие с нашей сердечно-сосудистой системой, происходят точно такие процессы у спортсменов. Только спортсменам, чтобы увеличить сердцебиение, то есть, что такое физическая нагрузка, это тоже стресс. Спортсмен бегит, и тогда у него начинает биться сердце, ускоряется, давление поднимается. А мы сидим, мы никуда не бегаем, мы такие, как сказать, гуру такие, знаете, мы только раз тревожные мысли запустили, и у нас уже мы уже побежали, уже все. Вот мы не бегая бегаем, скажем так, понимаете, как оно работает. Вот. То есть мы такие виртуальные спортсмены, это наподобие даже вот сейчас развито там пугалки, знаете, вот одевают на глаза такую виртуальную реальность человеку создают, и человек, он переживает точно такие эмоции, то есть процессы происходят в его организме, если бы он, вот то, чего ему там транслируют в этих очках, виртуальные там страхи, там ужасы, что он там смотрит, то он переживает то же самое, если бы это было в реальности, если бы он в реальности увидел вот это там страшилку эту, понимаете, то есть для мозга рисунок и реальность это одно и то же. Для него это реальная ситуация. Поэтому у нас здесь получается, мы спортсмены, Виртуальные. Только там спортсмены бегающие, ну, скажем так, настоящие, которые двигаются, бегают. То, что в понимании человеческом настоящее, это тот, который бегает. Но мы тоже настоящие спортсмены, только мы не бегаем. Мы бегаем там, запускаем этот процесс бегания у себя в голове. То есть мы не, то есть не так я выразился, не процесс бегания в голове, а вот эту симптоматику, которая запускается при беге реальном, мы ее создаем своими мыслями. То есть мы запускаем вот этот процесс. Понимаете, как оно работает? Поэтому, что такое давление? Что такое вот подъем, падение давления? Это работа наших сосудов. Там, сердце качается, сосуд расширяется, сжимается, расширяется, сжимается, расширяется, сжимается, расширяется, сжимается. И получается, в принципе, что? Стенки сосуда все время тренируются. А то есть вот эти тренировки, они, я думаю, делают из сжатия и разжатия сосуды эластичные, как один из моментов. То есть мы тренируем свои сосуды. Вот. Поэтому я знаю людей, там, женщинам, даже у нас на канале, если вы спросите, вот, кому сколько лет, то вы увидите и 70, и 72, может даже, вот это я точно знаю, что есть 70, 72, думаю, может там и больше есть, понимаете? А тем, кому там 40, и думают, ой, я завтра умру, ой, и уже все, я, наверное, тревожный человек, стресс для меня плохо, я много не проживу, то есть такие вот мысли идут. Но у нас есть факты, что вот тревожные люди, тревожному человеку 72 года, и человек, возможно, может в этом состоянии прожил 40 лет, то есть попал, и вот он с этим состоянием уже 40 лет прожил. У меня тетя, она 26 лет прожила с этим состоянием, понимаете, 26 лет прожила с этим состоянием. Вот, вот такие моменты. Там Виталий Иванов спрашивает, Александр, что вы делали с чувством внутренней пустоты, тоже вопрос. Вот про пустоту я немножко ранее рассказывал. Пустота. Дело в том, что там будет две пустоты. Первая пустота, это один из моментов, это если у человека депрессия, это подавленность, там тоже есть пустота в подавленности. То там надо бороться, там надо работать. С депрессией, вот где с депрессией, я бы сказал, применил слово бороться, да, дальше применять слово тренироваться, но в депрессии реально ты бьешься за свою жизнь в депрессии, это не преувеличение, оно так и есть.
Потому что депрессия – это программа самоликвидации человека. Поэтому там нужно бороться. Дальше, выходя с депрессии, переводишь борьбу в тренировку, потому что борьба дальше будет вызывать излишнее напряжение. Мозгом будет восприниматься как последний бой, он будет активировать по максимуму все, что происходит при этом у нас в организме. Поэтому нужно слово борьбу, бороться, перевести в слово тренироваться. Тренироваться это что-то хорошо, это что-то прекрасно. Вот, Александр, что вы делали с чувством внутренней пустоты? Как я уже сказал, это нужно находить хобби, находить некое занятие, себе придумать некую идею, понимаете? То есть начинать уже жить в полноценной жизни. То есть мы какое-то время прожили внутри себя, мы ничего кругом не видели, но не в прямом смысле, что мы слепые ходили, а в смысле мы слепые, для нас было все фоново, а мы внутри себя сидели, для нас было важно наше состояние, мы вот там мучились, вот это все, что с нами происходило. Про поддержку канала. Так, не забывайте, да, поддерживать, ребята, канал. Не забывайте поддерживать канал. И да, ставьте лайки. Ссылочка в чате для поддержки канала. Кто хочет поддержать канал, нажимайте на ссылочку в чате. Вот тебе Владислав Лис задает еще вопрос. Так, а через две страны, подожди, тут еще главное понять. И представляете, даже забыл о своих симптомах. Мысли были заняты другими делами. Все правильно, смотрите, как устроен и работает наш мозг. Где наш мозг, там и мы. То есть, как это еще объяснить? Если тебе, вот смотрите, например, вот смотрите, у нас есть кружечка, и вот эта стерка, что я стираю, маркер, два предмета. Один из них для мозга будет не важен. Мозг не может думать сразу про две ситуации, понимаете? То есть мы что делаем? Мы смещаем свое думание, свой фокус внимания на какой-то предмет. Вот вы летели на самолете, перед самолетом вы думали про свое состояние, вы думали про этот невроз, но когда вы сели в самолет, вы, возможно, стали думать, ой, как мне долететь, чтобы ничего не случилось. То есть вы свой фокус внимания сместили на самолет. Самолет вам стал важнее, понимаете? И значит что, мозг перестал думать про ваши симптомы, а он стал думать про самолет. Вот как это работает. Понимаете? И вот эти переключения очень важно научиться делать самому. Вне зависимости от кого-то. Потому что многие пытаются переключиться за счет того, чтобы их переключил кто-то. Они сами не могут, самому тяжело переключиться, ты не можешь сам переключиться, но нужно к этому прийти. Почему? Потому что когда ты приходишь к тому, что ты научился это делать сам, тогда тебе больше никто не нужен. Ты сам, вот это и есть, ты сам начинаешь управлять своим мозгом. Ты сам начинаешь думать про то, про что ты хочешь думать. Ты сам можешь думать, либо не думать. Понимаете? Думать, либо не думать, что это означает? Мыслительный процесс у нас происходит постоянно. Но наш мозг создан так, для сохранения энергии, когда мы вот сидим и думаем, то есть что происходит? Мы напрягаемся, то есть мы ведем мыслительный процесс. Второй момент, это когда что значит мы не думаем? Ты просто сидишь и что-то рассматриваешь. В этот момент ты не напрягаешься, ты не ведешь
как бы сам этот мыслительный процесс, а мысли, они переходят в такую фазу автоматического движения. То есть они там бегают, но они автономно бегают, автоматически сами по себе, мы их не наблюдаем, мы не пытаемся их думать, про что-то думать, а просто мы их как бы, ты их как бы отпускаешь, понимаете, не держишь на привязи, как бы отпустил, и ты в этот момент не ведешь мыслительного процесса, но это не значит, что там нету никаких мыслей. Они там ходят, просто мы их не видим, мы на них не обращаем внимания, понимаете, вот на этот мыслительный процесс. Вот оно как-то так происходит. То есть природой создано так, чтобы мы не уставали. Есть момент, автоматически мысли ходят сами по себе. И второй момент, это когда мы напрягаемся. Вот это что называется, мы ведем этот мыслительный процесс, процесс думания. Это вот такие тонкости интересные, вот их осознать, разобраться в этих вещах. Вот, так, что еще? Так, сейчас очки уже одену, да. А то я... Там Владислав Ли пишет тебе, Да, Славик да. 13 какой-то там еще есть. Как выйти со своей головы. Задавайте платные вопросы, если хотите быстрый ответ. Через Donation, через ссылочку. Задавайте вопрос, он озвучивается в прямом эфире. Сразу на этот вопрос будет главный. Будут отвечать сразу. Вот, Владислав, на совещаниях начинаю нервничать, краснеть. Как можно перестать стрессовать? А какие мысли у вас возникают в этот момент? Если вы на это обращали внимание, или вы не обращали внимания. Потому что там нужно понять, какое у вас неправильное убеждение, какая у вас ошибка в мышлении, которая заставляет, вызывает вот эти процессы, которые вы описали. Вот мне нужно знать. Мысли, что я покраснею, и обо мне подумают как-то не так. Вот это называется ошибка в мышлении, чтение мыслей. Чтение мыслей, как бы, а что обо мне подумают, либо они обо мне думают. Ну, здесь это такое, как персонализация, все в аспекте себя. На самом деле, как оно происходит в реальности, то абсолютно подавляющему большинству людей им без разницы до вас. То есть они вас не оценивают, а если на нас кто-то смотрит, то это не значит, что они думают о нас. Понимаете? Может, вы сталкивались с такой ситуацией, когда ты идешь по улице, например, смотришь на какого-то человека, но в этот момент думаешь там, ой, мне надо туда зайти, туда заехать. У тебя просто взгляд падает, но это не говорит о том, что о тебе там, что человек о тебе думает чего-то, понимаете? Это первое. И второй момент. У каждого человека есть свои способы мышления, понимаете? И каждый будет думать там про свое, у него свои будут мысли возникать. Ваша задача осознать этот момент и обесценить эту ситуацию. Второй, давайте разберем момент. Ну, допустим, такую ситуацию, даже если про меня что-то думают, ну и что с этого? Что вам с этого, что про вас что-то думают? Какое это для вас, скажем так, какое это для вас принесет последствия? Что человек там что-то про вас подумал. Вы там что-то потеряете, там финансово, там или что, вот что произойдет? Ничего, правильно, ничего не произойдет. А люди могут думать что угодно. Главное понять, вам обесценить эту ситуацию.
вам нужно осознать и оспорить эту ситуацию. Мне пофиг, мне все равно. И вот это осознавать, что люди разные, они могут думать что угодно. Вот это нужно понять. И что вам от этого ни холодно, ни горячо. Понимаете, это такой вот как бы персонализация, страх осуждения, страх вот, о чем про меня подумают, а вдруг вот. Ну, это и связано, вот то, что я рассказывал с должествованием. Я должен всем понравиться. И тут думаешь, блин, а если про меня что-то плохое подумают, а вдруг я что-то вот не так сделаю. Дело в том, что, может, вы слышали такую поговорку, ты 9 раз человеку сделаешь хорошо, а 1 раз у тебя не получится, и человек на тебя обидится из одного раза. Почему он на тебя обидится? Потому что у него свои ошибки в мышлении. У него мозг игнорирует все остальные моменты хорошие, а именно сфокусировался на плохом. Либо человек с должествованием «мне должны», ситуация произошла не в соответствии с его убеждением, и у него сразу возникнет чувство обиды, либо гнева, вот такая ситуация произойдет. Но в этом не мы виноваты. Мы в этом вообще не виноваты, это его ошибки мышления, и поэтому он обиделся, понимаете? А если ты понимаешь, что люди живут, каждый со своими ошибками в мышлении, то ты как бы ни старался, ты всем хороший не будешь. Потому что они будут делать, у каждого будет делать свой вывод, исходя из его способа мышления. Вот это вам всем нужно осознать. Что людей с одинаковым способом мышления, чтобы они одинаково думали, этого нету, этого не бывает. Вот в чем дело. И поэтому, как ты не старайся понравиться всем, ты не понравишься. Потому что каждый видит с когнициями, с когнитивными искажениями по-своему. Каждый вывод делает свой, понимаете? И поэтому какой вытекает вывод? Что и не нужно стараться кому-то понравиться. Ты и так понравишься тому, кому ты понравишься. Кому ты не понравишься, как бы ты ни старался, ты не понравишься, понимаете? Ты будешь одному делать так, ему будет нравиться, второму не будет нравиться. Ты будешь делать по-другому, ты будешь нравиться другому, а ты будешь не нравиться, перестанешь нравиться, кому нравился. То есть замкнутый круг. Поэтому делаешь вывод, что смысла нету про это думать. Что люди там про меня что-то думают. Каждый будет разное думать. Поэтому вам нужно обесценить эту ситуацию, оспорить ее. Что мне все равно, что там про меня думают. И как говорит опыт, что вы преувеличиваете, что, как правило, никто там про вас ничего не думает. У каждого там свои мысли в голове летают, он сидит на собрании, смотрит на вас, а сам уже на даче шашлыки жарит. Но он же на вас смотрит, а вы начинаете думать, ой, он на меня смотрит, наверное, вот я покраснел, он видит, что я покраснел, ой, а что он про меня думает, понимаете, вы начинаете уже сами себе проектировать некую ситуацию, то есть уже додумываете сами. Что якобы это так, но на самом деле это не так. Вот что вам нужно понять. Упражнение, вот когда возникают эти мысли, и ты оспариваешь эту ситуацию, что это не так, как ты думаешь, понимаете? И вот когда ты попадаешь в эту ситуацию, у тебя приходит эта автоматическая мысль, и ты приводишь пример, что это не так. Вот та мысль, которая вызывает вот у тебя вот это напряжение, соответственно, волнение, тревожность, вот поднимается давление, вот лицо твое краснеть начинает, понимаете? Вот эта взаимосвязь идет. А чтобы мозг перестал реагировать на эти ситуации, эту ситуацию нужно обесценить, чтобы она вам стала не важна. Именно приводя пример и оспаривая эту ситуацию, что это не так. Самое хорошо у меня работало, это я говорю, мне пофиг, мне все равно. Вот как только мысли проходили, я понимал, что это моя ошибка в мышлении, я обесценивал ситуацию. Мне пофиг, мне все равно. Людям не важно, как бы до меня, у них свои дела. И вот так
постепенно один момент ты осознаешь, и второй момент ты оспариваешь эти ситуации. И тем самым ты меняешь свое убеждение, меняя свое убеждение, ты убираешь это напряжение. Мозг у тебя уже так не думает, понимаете? Постепенно ты формируешь другой как бы способ мышления. Вот немного закрутил вас, да, как бы. Тренировка нервной системы. Смотрите, что единственное можно делать, это при физической нагрузке мы расщепляем кортизол. Кортизол, идет расщепление кортизола, гормона стресса. При стрессовой ситуации надпочечники выбрасывают кортизол. Понимаете? И вот, чтобы нам его уменьшить, именно кортизол, он как один из моментов уменьшается именно от физической нагрузки. Не как один из моментов, а это и есть один момент устранения частично кортизола через физическую нагрузку. Ну, это нам можно с такого примера природного взять. Ну, вспомните, древние люди в случае опасности, что бей или беги. Когда ты дерешься, бегаешь, что получается? Ты расщепляешь все кортизол, и приходит успокоение, как бы. Физически, плюс там это утомление происходит, и вот эти факторы как бы соединяются, и ты получаешь такое облегчение. Вот, мысли, так, может быть, какие-то упражнения, механизм прилива. Покраснение лица, что за такой механизм? Ну, механизм прилива это и есть ваше давление, понимаете? Повышается давление, у вас сосуды, возможно, у людей где-то глубже расположены, где-то ближе к внешней стороне, то есть, как говорят, под кожей. И поэтому, когда ты набираешься, давление поднимается, сосуды на кровь идет, ну, я так понимаю, у тебя получается, ты краснеешь, вот. Ну, то, что эмоция стыда, вот говорят, эмоция стыда, но это же тоже переживание, это тоже давление. Да, покраснение. Потение. Вот когда человеку стыдно, то есть он переживает, это что? Это волнение, тревожность. Вот давление поднимается, он краснеет. Понимаете, как это происходит? Чтобы это убрать, нужно оспаривать эту ситуацию, чтобы она вам не важна стала. И тогда мозг перестанет как бы реагировать на эту ситуацию, и ты поменяешь свое убеждение, и этим самым эту ситуацию как бы уберешь. Скажем так, выведешь ее с... Как-то слово подобрать. Выведешь ее с видения ее опасной, понимаете, для мозга. То есть неприятной, опасной. За счет замены убеждений, оспаривания этой ситуации, приводя примеры, что это не так, обесцените как бы эту ситуацию. На меня никто не смотрит, я никому там не нужен. Или я так хочу думать, но организм автоматически запускает этот процесс. Мне вроде все равно на эту ситуацию. Мысли, что я покраснел, и обо мне подумал. Но вы поймите одну вещь, Владислав, что это не происходит за 2 раза. Поменять убеждение у себя, это нужно какое-то время. У меня оно даже было немало, я месяцами это делал, понимаете. Когда все у меня укоренилось, это мне долгое время приходилось делать по 1000, я не считал сколько раз, но я себе так говорил, проговаривал, делал, встраивал новое, обесценивал старое. То есть это не за 1-2 раза получается. Изменение привычки, изменение только как привычки, так и изменение убеждения, это как изменение привычки. Нужно определенное время человеку, чтобы поменять привычку, правильно? Точно так и с убеждением. Нужно определенное время. Так, не забывайте поддерживать канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Донат, вот, там да. есть ссылка на донат. Поддерживайте канал, не забывайте. В чате есть ссылка на донаты. Можете задать там срочный вопрос свой, платный вопрос, или просто поддержите канал. Так, вот еще раз вернусь к нервной Не системе. стесняйтесь. К нервной системе. Ну, есть вот нервная система, как бы
не знаю, насколько мы вот с моей коллегой Натальей разговаривали, как бы вымывается магний, да, магний в нервной системе, но я вот чуть немного там пил этот магний, я помню, но он особую роль не играл. Я глубоко убежден, я знаю, что нервная система это всего лишь проводник. Это такие вот, я уже рассказывал, давайте представим розетку, выключатель и лампочку. Ну, то есть нашу люстру, да, вот. Слава, можешь показать? Ну вот. Вот сейчас мы снимем. Так вот, смотрите, вот розетка, покажи розетку. Вот розетка. Вот представим, что это наша голова. Розетка это мозг, это наша голова. Теперь мы что? Чтобы включить лампочку, нам что нужно сделать? Нам нужно дать импульс тока, правильно? То есть включить выключатель, вот, включил. И что? Ток пошел куда? По проводам. И вот, вот этот сигнал, он дошел до точки и включился свет. Поэтому, что значит наша нервная система это провода, через которые идет сигнал, понимаете? А уровень этого сигнала и запускает этот сигнал мозг. Он усиливает и он ослабляет. Но это делает мозг, и нервная система здесь ни при чем. Это всего лишь проводник. И ее не нужно там чего-то лечить, там чего-то с этой нервной системой делать. Ну, в правильном понимании, если у вас нету некого физиологического там повреждения, то есть через там авария, там еще чего-то было, именно уже, да, физиологические процессы там повредили эту нервную систему, либо там, ну, вот в такого плана. А при тревожном расстройстве у нас получается нервная система это всего лишь провода. Но многие врачи от непонимания, они, ну это и люди, они лечат нервную систему. Они пытаются что-то сделать там с нервной той системой, понимаете? Но оно где-то есть, да, чуть-чуть там помогает на вот эти настойки там и так далее, но я думаю, это все идет воздействие как бы на мозг, когда ты там настойку выпиваешь, она на спирту, то есть воздействие на мозг. Поэтому, если там чего-то и влияет на саму нервную систему, то там будет незначительно. Вот в чем проблема, вот тут у нас, в нашей голове. И нужно не нервную систему там пытаться где-то лечить, а нужно работать вот с мозгом, вот там, с этими вот ошибками, понимаете? Он нам это все запускает. Он регулирует уровень вот тревога, когда вы сильно чувствуете, а даже у меня был такой момент, у меня от затылка и до пят было вот как током тебя обдает, вот как будто тебе такую сетку повесили на спину металлическую и подключили к этой сетке электрический разряд и периодически нажимают. И вот оно такое у меня как волной обдавало. Вот такой волна как печет, так, фу, она как бы сверху вниз, фу, фу. То есть это уже был мозг давал настолько уже, скажем так, как объяснить, сильный сигнал, то есть сильного восприятия сигнал, то есть вот представим мы розетку 220 вольт и потом к ней подключим, влупим в этой розетке, в этих проводниках запустим 360. То есть это вот примерно так происходит. У тебя рабочий ток был 220, а когда ты вот с этим страхом, с этим расстройством, сигнал усилился, тебе там уже все время 360 мозг выдает вот эти электрические разряды, понимаете? Вот примерно вот так происходит. Но их же выдает мозг, понимаете? Они сами там не являются, а мозг это запускает, мозг это все делает. Поэтому нужно работать с мозгом, с мозгом. Повыше.
Ну вот это все проявление тревожности, вашего волнения. И чувство возникает из-за вашего неправильного убеждения. Возникает автоматическая мысль, а после мысли что? Происходит эмоциональное проявление. Вы понаблюдайте, вы заметите, как эта схема работает. Ситуация, мысль, проявление. А именно ситуация действует из-за неправильного вашего убеждения, понимаете? Вот это автоматическое, ой, а про меня думают, меня осудят. Вот. Вы неправильно интерпретируете ситуацию. На самом деле про вас никто не думает, но вы уверены, что про вас думают, и из-за этого у вас это возникает. Понимаете? Вот эти моменты нужно видеть и исправлять их, убирать. То есть правильно объяснять ситуацию, то есть, иными словами, переубедить самого себя, что это не так. Один из моментов это когда осознаешь, второй момент, когда ты в этой ситуации приводишь пример, что это не так. Вот так ты оспариваешь старую ситуацию, старое убеждение, формируешь себе новое убеждение. Ошибочку обеспечивать себя, но я догадался, обесценивать себя. Смотрите, вот это ваша, Мария, очень такая ловкая привычка мозга вешать на себя ярлыки. Человеку разбивает вера, да, если мы попадаем в социум, и нам, как говорят там родители, еще кто-то, ай, ты такой, ты вот неудалый, ты какой-то инвалид, ты какой-то... И ребенок начинает это на себя налаживать, то есть он начинает так думать. Если он начинает так думать, то он формирует у себя вот это убеждение. А вот это убеждение, это называется наклеивание ярлыков. А вот это убеждение, оно и разбивает у человека веру. Разбивает у человека веру, и человек, он начинает, вот, что бы ни делать, у него возникает мысль, что я не справлюсь, я же не удалый, то есть идет трактовка. А если ты не удалый, значит что? Вытекает какой вывод? Что ты, значит, не справишься. Если ты слабый, значит, ты не побораешь соперника. Если у тебя убеждение, что ты слабый. Если ты не еглый, значит, ну, как бы не геглы там, ты какой-то не такой, ты как калека какой-то. Небрежный. Небрежный. Да, То, что у человека формируется убеждение, он начинает стесняться, бояться там подойти к кому-то познакомиться, с кем-то познакомиться, с кем-то поговорить. То есть вот так формируется неуверенность человека, понимаете? А что с этим делать? Нужно встраивать у себя правильное убеждение. Правильное убеждение. Убеждение встраивается через проговаривание. Через проговаривание. То есть вы оспариваете вот эти старые убеждения, которые в вас внедрили. И учитесь видеть, что наоборот, я сильная, я здоровая, я красивая, я справлюсь, я уверена в этом, как бы. Вот так себе говоришь и учись. И учась одновременно найти в себе положительные качества. Они есть у каждого человека. Дело в том, что, скорее всего, вы будете в такой интересной мозговой ловушке, вы будете за собой замечать... Поддерживайте канал. Ссылка. Вы будете за собой замечать все негативное. Это искусство будет вашего мозга. И оно будет прятать от вас позитивное. То есть, сейчас приведу, например, пример, когда женщина вешает на себя ярлыки: я некрасивая, я толстая, я там толстая, некрасивая, там груди у меня маленькие, там, ну, то есть она начинает фокусироваться только на негативе.
на негативе. Но на самом деле, ну как оно происходит? Вот девушка, да, вот давайте представим, что это зеркало. Вот это нормально так будет? Так, следующий, другой, еще раз. Вот представим с вами, что вот это зеркало. И вот девушка подходит к зеркалу. Девушки все в зеркало любят смотреться, правильно? И вот девушка подходит к зеркалу, она смотрит в зеркало, и что происходит? Она в зеркале начинает обращать внимание на то, что у нее в теле как бы негативно, то, что ей не нравится. Там, у меня, например, маленькая грудь, блин, я некрасивая, у меня там какие-то не такие уши, я некрасивая. А то, что у нее красивая талия, как бы хорошие и густые волосы, то, что у нее, например, Красивые глаза, там, красивый разрез глаз, она этого не замечает. Поэтому что нужно делать? Подходишь к зеркалу и говоришь, например, ты сразу, значит, ой, какая некрасивая. Ой, у меня, вот, например, если она фокусировалась, у нее маленькая грудь, и ее эта фокусация на груди вызывала автоматическую мысль, автоматическая мысль вызывала печаль, то ты говоришь, ой, ну у меня небольшая грудь, но ничего страшного, а вот какая у меня талия, вот какие у меня красивые бедра, ой, ушки, ну у меня небольшие ушки, но это ничего страшного, а вот какие у меня красивые глаза. То есть ты начинаешь преуменьшать вот этот негатив, что это не важно, это не сильно такое важно, а начинаешь немножко даже преувеличивать, либо замечать то, что у тебя красивое, понимаете? Вот как это происходит. Вот осознавая, как работает мозг, ты начинаешь негативный аспект уменьшать, делать его неважным, как бы вот он у нас раздут, мы на нем фокусируемся, он такой большой, мы начинаем наоборот его уменьшать, вот как бы ты его, как берешь снег и ком этот, когда снег сжимаешь, он меньше, меньше, как снежок становится. То есть уменьшаешь, а то, что у тебя красивое, ты считаешь, ну, форма там чего-то, либо цвет, глаз там и так далее, ты наоборот на этом фиксируешься и начинаешь подхваливать как бы себя, немножко преувеличивать. И вот ты так учишь мозг фокусироваться на хороших моментах, при этом преуменьшая и игнорируя негативные моменты. Вот так ты работаешь. И вот так ты меняешь свои убеждения. Вот так ты меняешь свою схему мышления. И когда ты так делаешь систематически, то все у тебя отстраивается этот способ мышления, эта дорожка, и уже потом автоматически ты будешь подходить к зеркалу, и твой мозг будет обращать внимание вот на те вещи, которые тебе нравятся, игнорируя те вещи, ну скажем, части тела, которые тебе не нравятся. Вот как оно работает, понимаете? Вот это называется такой момент, как бы, наверное, подходит избирательное мышление. То есть фокусировка именно на тех вещах, на которые, то есть мозг фокусируется на тех вещах, как мы его научились, игнорируя, то есть, скажем так, вот возьмем в отношении негативного и позитивного, то есть мы его научили фокусироваться на негативных моментах, игнорируя позитивные. А теперь мы делаем наоборот, мы фокусируемся на позитивных, как бы вот таким способом игнорируя негативные моменты. И вот так ты себя переубеждаешь, а у вас неуверенность, вам нужно переубедить себя, встраивая в себя убеждения, проговаривание, то есть проговариваешь, это ты, то, что мы себе говорим, потом со временем начинаем в это верить. И обращать внимание, делать и обращать внимание, где у тебя как и что получается. Вот позитивные моменты. И когда ты так делаешь постоянно, вот
ты так и развиваешь в себе веру, уверенность. То есть ты боишься, но ты делаешь, у тебя постепенно начинает получаться, в себе проговариваешь, например, я справлюсь, я уверена в этом. И вот постоянно себе об этом напоминаешь. И вот так, и вот так ты формируешь у себя уверенность. И второе, вот это есть еще такие моменты, зависимость от чужих мнений, что про меня скажут, и люди там вот они говорят, ай, ты такая, ты такая. И вот здесь понимаешь, когда ты понимаешь, что люди, как говорят, разношерстные, как я говорил, каждый со своими мышлениями, убеждениями. Еще вот такой момент, приведу вам пример на примере, насколько люди разные и насколько люди видят одно и то же, но каждый видит по-другому, каждый видит по-своему. Например, одна и та же девушка будет одному красивая, второму некрасивая, третьему нейтральная, понимаете? Но это я условно рассказал. То есть не бывает, чтоб один человек и всем нравится. Такого не бывает. У каждого свои вкусы, у каждого свои точки видения. Одному нравится такое, одному нравится пухленькое, второму нравится худенькое, третьему нравится нейтральная, одному шатенка, второму блондинка, третьему лысо. То есть каждый из-за своего видения, то есть люди настолько мы ментально разные, то есть мы с виду одинаковые, но настолько мы разные. Вот даже если мы подойдем друг к другу и начнем детально тебя рассматривать, то у каждого человека будут свои изъяны. То есть это говорит о том, что абсолютно одинаковых людей не бывает, точно так как и в природе. Вот я вам посоветую одну вещь. Вот вы идете по улице, видите дерево, да? Видите, дерево стоит. На деревья листья. Вы смотрите на листья, и вам кажется, что они все одинаковые. Вы видите их всех одинаковыми, что все листочки одинаковые. Но если вы подойдете и начнете предметно листочек рассматривать, то вы увидите, что в одном такая зазубринка, во втором так листик, там язычок в листике завернут, у одного вот этих прожилок на листе столько, во второго столько, у одного так, как бы во второго так. То есть, если мы предметно начнем рассматривать, то вы даже на дереве не найдете одинакового листика. Они с виду вроде похожи, но если их начинать внимательно рассматривать, они будут абсолютно разные. Они будут каждый со своими изъянами. Точно как и люди. Людей нет абсолютно одинаковых, как физиологически, точно так и понимать нужно вам, что способы мышления у каждого разные. Понимаете? Образ мышления человека у каждого разный. И поэтому каждый будет думать про свое, каждый будет свои выводы делать, и одинакового не будет. Не будет. А из этого делаешь вывод, что не нужно, не стоит зависеть от чего-то мнения, потому что они во всех будут разные. А нужно сформировать свою какую-то позицию и по ней жить. И все. Определенную свою позицию, но создать ее правильно. Создашь ты ее правильно только тогда, когда ты изменишь все свои ошибки в мышлении и начнешь жить осознанно. Понимаете? Вот тогда ты можешь создать свою схему мышления, которая даст тебе способность относительно жить спокойно. Не зависеть от каких-то мнений, вот, потому что вот эти, исправляя ошибки, понимаете? Сохранится данный стрим.
Мария Алаберга. Скажи, что насчет подписки, чтобы подписывались, Саша. Не Да, забывай, не забывайте подписываться, кто первый раз зашел, и Поддерживать проверяйте подписку, потому что YouTube может сразу не подписывать, он будет игнорировать. а также поддерживать. У него есть свое свойство такое. Ставьте, да, лайки, не забывайте. И, ребята, поддерживайте финансово. Мы как бы регулярно об этом напоминаем, но нас никто не слышит. Но вы это поймете, почему так потом, потому что вы со своими ошибками в мышлении. Так, вот пишет нам Мария. Я живу с мыслью, мне абсолютно плевать, что думают обо мне другие люди. Не зацикливаюсь на негативе. Если мне говорят, что я не подхожу под рамку другого человека, но есть блок, сравнение с другими. А раз, Мария, вы сравниваете себя с другими, то вот и есть ваша зависимость, а вы говорите, мне плевать на других, на мнение других. А может быть, человек сравнивать себя с другими, это... Значит, есть идолы какие-то. Есть такой вот момент... Идеальные люди, которым все равняешь. Там вот зависит, почему еще ты это делаешь, с какой идеей, почему ты это делаешь, как бы. Вот нужно знать, почему, с какой мыслью вы это делаете. Есть, сравниваешь, например, по финансовой стороне. Вот у меня меньше, вот там больше, как бы. Есть, может, ты сравниваешь там по свою, как говорится, красоте, вот, а там у нее красивее, вот волосы пышнее, там еще чего-то и так далее. Вот с какой целью, интересно понять, у вас идет сравнивание с другим человеком, либо другими людьми. Для чего? Вот что как бы нужно понимать. Для чего вы это делаете? Для чего вы себя сравниваете с другими людьми? Мария, это я обращаюсь к вам. Вот Гул Гмис X. Смотрите. Выхожу из депрессии, деперсонализация. Бывает сложно проявлять эмоции, и внутри шатает что-то как маятник. И когда пытаюсь фокусироваться, то внутри что-то давит в голове. Вы делаете ошибку, что вы пытаетесь при дереализации сфокусироваться. Почему? Потому что у вас это не получится. Дереализация — это тоже момент тревоги. Человеку на тревоге очень тяжело подумать, то есть сфокусироваться. Но у вас есть идея, что вы должны сфокусироваться, у вас будет должествование. И вы пытаетесь это делать, а у вас это не получается, и у вас это вызывает еще большее напряжение. И вот это напряжение у вас по ходу будет проявляться в голове. Тревожный мозг, сдавливание, то есть вы пытаетесь, вы напрягаетесь, вы пытаетесь фокусироваться, но не получается, потому что и не получится, понимаете? Поэтому нужно перестать это делать. Нужно отдаться, первое, понять, что такое дереализация, что такое деперсонализация и дереализация, чтобы убрать перед ней страх. И в эти моменты учиться не пугаться. Если пугаетесь, объяснять себе, что эта тревога мне так делает, и лучше ей не сопротивляешься, а наоборот ей подыгрываешь. У меня есть такой ролик дереализация и деперсонализация. Я там объясняю, как это работает и что при этом как бы нужно
наоборот, ей как бы отдаваться, подыгрывать. Вот тебя шатает так, а ты представляешь, ой, иду, я пьяненький. А вы пытаетесь с этим бороться, у вас там туман, что-то плывет, а вы пытаетесь подумать, а подумать у вас не получается, и это вызывает у вас вот еще больше напряжения, оно может в голове проявляться вот этими симптомами, либо в теле. То есть ты как бы нагнетаешь себе излишнее напряжение, не понимая того, что в этой ситуации у тебя не получится что-то подумать, у тебя не получится собраться. Это бесполезно. Это происходит такой момент, вы как бы борьбу делаете с этим. А борьба, она еще больше вызывает вот это напряжение, понимаете? Для того, чтобы понять, где мне нужно расти, но этого мне не добиться. Угу. Мария, а поясните еще вот такой момент, правильно ли я понимаю? Вы пытаетесь чего-то достичь в какой-то сфере, но тут же приходит мысль, что вы не добьетесь, ничего не получится. Правильно? Даже не начав уже убеждение сразу. Ярлыки. Да, Саня? Что? Еще не начав что-то делать. Это не уже... то, это похоже на черно-белое мышление, или все, или ничего. Все, ничего. Да. Так, отписалась. Меня в детстве очень часто сравнивали, и я как будто бы в какой-то ловушке, что мне нужно постоянно быть лучше. Ага. Всегда лучше. Все, я понял, да. Да. То есть такая... Черно-белое. А, Мария, я хочу вам задать такой вопрос. А может ли кто-то из нас быть лучшим? И в чем? Как вы думаете? Как вы думаете, я лучший психолог или нет? Конечно, нет. Потому что есть лучше меня в своем, как вам объяснить, в своем каком-то понимании, в каком-то своем направлении, понимаете? Лучше это не значит, что ты точно такой, как как-то вот, как бы мне сформулировать. Лучше, ну не значит выше там, чем Лучше. ну, ступень. Лучше мы смотрим как бы прямолинейно, понимаете, но человек, для одного ты будешь лучше, для другого ты будешь не лучше, понимаете? Вот в чем дело. Вот в чем дело. И вы пытаетесь достичь того, чего не существует в приори. Вот в чем дело. Вот что значит лучше? Что значит в понимании этого слова? Понимаете? В понимании вот этого слова лучше. Что это значит? В понимании этого слова это очень все обтекаемо. Понимаете, лучших не бывает. Бывает человек индивидуальный, но это не говорит о том, что это лучший человек. Это такое размытое понятие. Что значит лучший, как я объясняю.
для одного я буду лучше, для второго я буду никто, для третьего я буду нейтральный, для четвертого буду. То есть вот такого не существует. А вам нужно понять одну вещь. Чтобы чего-то достичь, то не нужно смотреть на других, а нужно понять, чего ты хочешь и куда ты хочешь прийти. А там ты начинаешь анализировать, изучать какой-то материал, разбираться, изучать. Ты будешь делать, ошибаться, работать над ошибками, снова делать, снова будешь терпеть неудачу. Работаешь над ошибками, снова терпишь неудачу, но ты снова идешь к своей цели. Дело в том, что мозг так создан, если ты что-то сделал и получил негативную ситуацию, то у тебя закрепляется, там отлаживается в мозгу, как бы фиксируется, что у тебя в следующий раз не получится. И когда ты приступаешь к этому делу, тебе мозг говорит, да не делай, ничего не получится. У тебя сформировался там шаблон, убеждения. Но нужно анализировать и снова пытаться делать, то есть ломать этот шаблон, понимаете? Вот. А вас часто сравнивали. Вот это сравнение, да, здесь нужно, как бы, Мария, понять одну вещь, вот это такая тонкая штука, что вы есть вы, что я есть я, понимаете? Я ни с кем себя не сравниваю, потому что, ну, это очень глубинное понимание, я понимаю, кто я, для чего я и куда я иду. И я вот по диагонали смотрел психологов, как бы вот таких похожих на ютубе, так, для себя по диагонали глянул. Я больше не смотрю, я их не смотрю, что они там, кто, как они там, чего там. Мне это не важно, потому что я понимаю, что чтобы мне куда-то прийти, мне нужно работать самому над собой. Понимаете? И поэтому у меня есть понимание, я знаю то, что я знаю, я развиваюсь так, как я развиваюсь, и я иду свой путь. Мой путь, я его не привязываю ни к чему, ни к какому другому пути других людей. Понимаете? То есть, как бы, я не создаю себе конкуренцию со стороны. Я просто знаю, куда я иду, что я иду и зачем я иду, понимаете? Вот с этой стороны это очень глубоко нужно понимать. И второй момент, мы можем взять некий субъект для именно не для сравнивания себя, а как бы предмет того, к чему ты двигаешься, понимаете? Но ты будешь двигаться только тогда, когда ты будешь работать. Ты будешь идти свой путь и добиваться вот как бы своей цели. Вот, поэтому вот вам нужно это осознать, что не сравнивать себя ни с кем, потому что каждый человек, он индивидуален. И каждый человек, каждому человеку нужно найти свою нишу. Мы можем делать то, что делает другой, но мы в этом не преуспеем, потому что это не наше, потому что люди тоже есть, как бы, я со временем понял такие вещи, есть люди, созданы для определенной работы, понимаете? И вот это нужно найти в себе. Если ты пошел не туда, и это не твое, то у тебя, как правило, не получится. Ну, это мое личное мнение. Именно нужно найти свое, то, что в какой-то сфере будешь
успешен. Ну, это надо почувствовать, это надо увидеть. А вот это, да, ловушка, что мне нужно постоянно... Вот вы сами себя загнали вот этим убеждением в ловушку, что мне нужно постоянно быть лучше. Дело в том, и ты попадаешь в такую ловушку отложенной жизни. Давайте сейчас вот я вам приведу такой пример. Вот даже возьмем боксеры, да, вот известный боксер как-то американский этот Тайсон, Майкл Тайсон. Майк Тайсон. Майк Тайсон, да, он величайший боксер, он там регулярно побеждал, но в конце концов он все равно бой проиграл. А почему? Потому что вышло его время, понимаете? То есть нужно осознавать, что мы по разным факторам воздействия на нас разного, ну, например, один из моментов это возрастной. Понимаете, все равно, как бы мы ни пыжились, но наше здоровье, оно потом начнет потихонечку уходить вниз. А соответственно что? Мы не сможем делать то, что мы делали раньше. А если мы не сможем делать то, что мы делали раньше, значит что? Мы уже автоматически проигрываем более молодым. Верно? Верно. Понимаете? А когда у тебя неправильное убеждение, ты пытаешься быть лучшим, но у тебя это не получится, как бы ты ни пытался. Но пытаясь это сильно сделать, ты попадаешь в напряжение. Ты попадаешь в постоянное напряжение, потому что твое убеждение не соответствует реальности. И второй интересный момент. Стремясь зачем-то быть лучше, ты не живешь свою жизнь. Ты ее проходишь мимо. Есть такая песня группы Ария. Жизнь как-то... Я стою за стеной в руках... Как-то я стою за стеной в руках пустоты. Вот, как бы, понимаете, такой момент, когда ты куда-то сильно бегишь, ты не живешь свою жизнь. У тебя есть какое-то стремление, и ты туда, говорят, то, что чересчур, то не надо, то, что сильно, то это тоже нехорошо. Нужно все делать в меру. Но к этому нужно прийти, нужно поменять ваше убеждение, что лучшим всех ты никогда не станешь. На Земле 10, сколько-то, миллиардов, да, или 8 миллиардов человек, и вы представьте, если мы будем пытаться быть лучше каждого. Во-первых, это невозможно, а второе, зачем это? Это не нужно. Не нужно. Жизнь свою нужно проживать, как вам сказать? Здесь, сейчас. Вот, Слава подсказал, да, здесь и сейчас. Вот когда мы здесь и сейчас, тогда мы живем. Все остальное такое считается момент отложенной жизни. Когда ты все время куда-то бегишь, а думаешь, ай потом там на рыбалку съезжу, ай потом там съезжу в гости к друзьям, ай потом. Потому что мне надо там чего-то добиться, мне надо там чего-то преуспеть, там денег заработать, майбах купить там. И вот и у тебя постоянно получается отложенная жизнь. Ты не живешь своей жизнью в этом беге за чем-то таким, понимаете? Вот. Поэтому вам, Мария, нужно стать собой, стать Марией, не кем-то другим, не пытаться кого-то перепрыгнуть, не пытаться примерять чью-то рубашку на себя, она вам не нужна, у вас своя рубашка, понимаете? А вам нужно остановиться, вот это все осознать, подумать и двигаться дальше именно осознанно. Осознанно, понимая вот эти риски, вот этих бегов. Я с этими бегами тоже один из моментов в невроз попал. Я своей жене все говорю, потом. Надо, там, то купить надо, того, я потом. И вот это потом, а это годы проходят, потом десятилетия. И твоя жизнь остается на потом. Но получается такой момент,
Ты остановился, вроде потом уже пришло, но только ты уже пробежал мимо своей жизни, гоняясь за чем-то, там рисуя себе в голове чего-то такого и все время бегишь за этим. Ты не живешь, не идешь в свою жизнь, а бегишь ее. Получается, я когда в армии служил, у нас была поговорка: хорошо, когда служба идет, солдат спит. Неплохо, когда служба идет и солдат идет. Но плохо, когда служба идет, а солдат бегит. Вот это к этому относится, вот к этому бегу по жизни, понимаете? Ты несешься, 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 а жизнь на самом деле она коротка, вот как коротка в пребывании нас вот в телесном этом, в нашем теле, понимаете? На самом деле вот эти годы там не столько там много. Мне бабушка как-то говорила, я тогда смысл слов этих не понимал. Ей уже было 80, под 80 лет, да, что-то так, в таком. И она говорила: жизнь прожил, як сон соснил. Но тогда в смысле, в понимании этих слов ты не понимаешь, что она имела в виду, но ты начинаешь это понимать, когда ты сам начинаешь приближаться к этому возрасту и начинаешь видеть, как жизнь пролетает, и тогда ты начинаешь понимать смысл вот этих слов, которые сказала бабушка. Что жизнь прожил, як сон соснил. И вторая ее поговорка была: жизнь прожить, не поле перейти. Вот она так, на белорусско-деревенском языке говорила, вот так она и говорила. И вот когда ты уже с возрастом проходишь, получаешь опыт, осознаешь это все, видишь, и ты начинаешь понимать смысл вот этих слов людей, которые прожили на тот момент больше тебя и которые с более большим багажом опыта. И почему они так говорят? Потому что в их видении они уже эту жизнь увидели, пройдя ее, и они ее сумели оценить, что оно, как проходит и как. А ты этого не можешь оценить, потому что ты в начале своего пути, у тебя такого опыта нету. Вот в чем дело. Поэтому старайтесь жить, но тоже в меру именно здесь и сейчас. И больше совет вам: отдыхайте, ребята. Наш организм, он тоже имеет ресурс. Ресурс. Мы не роботы, где на кнопочку нажал, и он работает круглосуточно. Он не устает, у него нет эмоций, у него нет нервной системы, у него нет мышц, он робот. Мы не роботы, мы все это испытываем, и наш организм есть свойство уставать. Уставать. То есть нужен отдых, нужен физический процесс, потом нужен отдых. Мы так созданы. А если мы все время будем стебаться над нашим организмом, то мы быстро перегорим. Понимаете? Ну как быстро? Мы перегорим, вкручивая в себя, не давая отдых организму. Особенно с возрастом вы будете многие в ловушку вот этого должествования попадать, и потому что физически ты уже не можешь работать в 40, например, как работал в 30, скажем так, в 25. Вот у меня уже, видите, я в очках, у меня зрение. Хотя я по молодости в интернете мог сидеть сутками, сходить поесть и снова работать, понимаете? Сейчас у меня уже глаза режет, уже все плыть начинает, все. То есть я осознанно, я понимаю, что я уже физически не тот, какой я был. И значит что? И значит те задачи, которые я выполнял раньше, я их уже не смогу их так выполнить. Уже физически я не могу, потому что есть такие причины, которые не позволяют мне это сделать. И поэтому вот это все нужно осознавать и понимать. Если ты этого не понимаешь, ты обязательно будешь испытывать стресс. Потому что ты будешь пытаться сделать то, что делал раньше, но у тебя не будет хватать сил это сделать. Это будет у тебя вызывать напряжение, понимаете? Вот. Что когда пытаюсь даже подыграть, говорю слова, проговариваю.
Но бывает, что нет никаких, словно изменений. Все так же шатает. Дело в том, Gul Gamers X, вы ждете быстрых изменений. Как бы вот я сказал, и изменения пришли. Это долгий процесс. Понимаете, выход с этого это долгий процесс. Один из моментов это терпеливость, выдержка и выносливость. И правильно ставить себе убеждения. Это целая плеяда, это целая цепочка работы, это в двух словах не объяснить, понимаете? Это, как я и сказал еще раз, психология это тонкие такие вещи. Вот. Так, кто еще не подписан, если кто зашел к нам на канал, подписывайтесь, если вам нравится, не забывайте и проверяйте, потому что YouTube может сразу не подписать, и поэтому вы как бы потом выйдете и канал уже не найдете. И да, не забывайте ставить лайки, если вам нравится, это помогает шире расширять. Также, если есть возможность, поддержите. Да, и По возможности. ставить лайки тогда больше открывает YouTube, он больше впускает людей именно на прямые эфиры. И по возможности, ребята, да, поддерживайте нас вот с этой финансовой стороны. Мы работаем для вас, как бы влаживаемся тоже финансами. Как говорил полковник в Ворошиловском стрелке, любое преступление имеет финансовый след. Понимаете, вот переложим это на нашу ситуацию, наше то же самое. Ничего, вот это все, что мы тоже влаживаем финансы, свои деньги, свои как бы средства и свое время. Поэтому поддерживайте, делаем для вас. Так, ну что, надеюсь, сегодня эфир получился, вам понравилось. Спасибо за ваши вопросы, за ваше присутствие. Поэтому, если интересно, по возможности, если у нас будут получаться, то будем выходить в прямые эфиры. Будете поддерживать, будем выходить. Если бы, да, была хорошая поддержка, которой нету, то, конечно, нам бы было легче, мы бы уже больше могли отвлекаться, как бы вот это, а так приходится, да, работать в старой сфере. И второе, я говорю, трудно переключаться, когда ты работаешь в двух сферах, трудно переходить, понимаете, психология это дело такое, это интеллект, это думание, это мышление, и тяжело с одной сферы переходить на другую. Если ты постоянно в одной крутишься, то все, у тебя такой способ мышления формируется, то есть и ты все время про это как бы, ты на этой дорожке находишься. У меня ситуация, мне нужно противоположные сферы уходить, а это очень сложно, понимаете, это, ребята, очень сложно. Вы вот где нужно думать, сами попробуйте работать в двух сферах, и вы посмотрите, как вам это тяжело будет. Вот именно не там, где тут кирпич ложишь, а там, например, гайку в машине откручиваешь, колесо бортируешь. А именно вот в интеллектуальной мыслительной сфере, где нужно думать, сопоставлять, анализировать, делать выводы. И вот попробуйте в двух сферах одновременно работать. Переключаться вот в течение дня, там, 3 дней на то и на то. Посмотрите, насколько это сложно. Вот вливаться в эти дорожки. Поэтому мы чего и хотим? Мы хотим уйти именно на психологию, но нам это не позволяет. У нас нет ресурсов, финансов. Поэтому вот как получается, так и делаем. Конечно, если бы я ушел туда, то у меня намного больше. Я такие вещи, ребусы складывал. Я свой мозг выводил на эту дорожку, он потом запускался и там оно льется, потом он уже сам тебе вот выдает такие вещи, просто это не передать, но ты это теряешь. Если ты этим не пользуешься и дальше не развиваешься, то ты это теряешь. Постепенно оно где-то затирается, тебе нужно снова напрягаться, снова это слаживаться, поставлять, снова запускать.
запускать эту машину этого мышления. Понимаете, это сложно, ребят. Вот, ну все, спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Владислав Ли, у нас в чате есть, поддержите канал, если видите.